Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топ Геймс. Самый часто задаваемый вопрос сегодняшнего дня: а где же у меня делось одно из крутых событий — ярмарка? Да, я думаю, что самый часто задаваемый вопрос во время стрима было именно это. Многие из вас не досчитались одной локации сегодня на глобальной карте. И как минимум это была ярмарка. У многих, кстати, давайте проедемся в одно очень интересное место. Я не знаю, у вас остался вот этот вот Уильям, который бесконечно просит у вас вот эти вот штуки. Смотрим, наслаждаемся. Конечно, я понял, что ты лекарь. Но давай мы сегодня выбираем вот эту вот штуку. У меня, в принципе, 17 уровень, 62%. И это очень и очень таки круто. Также у меня обновится через 0 секунд, но этот дядька остался и, в принципе, просит опять те же вещи. Они заполнены, заполнял их заранее, в принципе, вот так вот все замерло, и этот пацанчик остался. Напишите, остался ли он у вас. Ну, а мы, ребят, сегодня отвечаем на самые часто задаваемые вопросы, потому что во время стрима их было больше, чем обычно. Ярмарка, когда она будет, почему она пропала, куда она пропала, ну и тот, кто не успел забрать все награды, успеет ли забрать их. Это очень важные вопросы. Самое главное, что они интересные и на них есть ответы. Стоит ли унывать тем, кто не успел собрать 30 уровень, когда продолжение и что будет дальше? Сразу хотел сказать, что будет дальше. Дальше будет вторая неделя ярмарки. И как нам обещают разработчики, что это будет обычное событие, так же как коммуна, лаборатория, полицейский участок или большая охота. Как только истекает вот это вот время ярмарки, у нас, в принципе, ярмарка будет пропадать периодически. Тот, кто не успел собрать уровень в прошлый раз, то есть в этот, соберет с легкостью в следующий. Это должно быть продолжаться. В принципе, талоны я не тратил, надеюсь, вы тоже. И жду, пока я прокачаю до 30 уровня, а вот там уже все интересненько таки потрачу. Надеюсь, что вы делаете точно так же. В принципе, я думаю, что это самое логичное, что можно сделать. Когда именно будет ярмарка, я не знаю. Давайте подсчитаем, когда у нас, например, коммуна 2 раза в сезон, да? 2 раза в месяц коммуна, то есть и ярмарка логично, что будет 2 раза в месяц. То есть в конце этого месяца у нас должна быть или в начале следующего, либо в конце этого месяца у нас должна быть ярмарка продолжения. Будет ли открыта вторая неделя, не знаю. Но самое главное, что должна вернуться. Она обещала вернуться, и в принципе мы это уже точно знаем. Итак, и как вы знаете, что все, что связано с этой ярмаркой, у нас все есть. Так, что там у нам? Привет, вы же сегодня мы хотели бы еще раз поговорить о ярмарке. Сообщение, которое переживает насчет... У нас есть официальная информация, которую сейчас я зачитаю. Привет, выживший. Сегодня мы хотели бы еще раз поговорить о ярмарке. Мы увидим сообщение от игроков, которые переживают насчет достижения нужного уровня, и поэтому хотим еще раз ввести немного ясности. В этом году ярмарка значительно отличается от своей предыдущей версии. Она будет проходить несколько этапов. Вот мы видели этап номер 1, а весь прогресс между запусками и событием будет сохранен. Это значит, что вы ничего не потеряете, даже если не успеете добить максимальный результат сразу. Все накопленные очки останутся с вами и никуда не пропадут. Вас будут ждать новые активные награды, и получение трофеев с предыдущих этапов тоже будет возможно. Так что беспокоиться о чем-либо нету смысла и удачной игры. Вот у вас, ребят, открытый доступ к всему интересному. Кстати, все, что нам нужно, на это ответили нам разработчики. Я думаю, что прямо сейчас мы это знаем. У нас тут вот такое вот событие, привал дороги. И самый главный вопрос, когда это будет? Ну, я думаю, что как минимум подождать придется недельку-вторую. Ярмарка так быстро не стартует и, самое главное, не продолжит свое
можно так сказать, существования. Пока эти пацаны будут воевать, мы будем обсуждать, что будет дальше. Что будет дальше в плане, мне кажется, что следующая ярмарка уже появится немного достроенней и даже будут какие-то новые события. Может быть, это будут какие-то новые зомби, ну а самое главное, что может там будут какие-то новые ресурсы, которые нужно будет заполнять как и за первый разочек, так и за второй. Хотя, может быть, совсем по-другому. Это все, можно так сказать, будет зависеть от того, что нам закинут разработчики, но чаще всего, что лейки всякие у нас еще, мы помним, всякие ресурсы, которые можно закидывать и за вторую неделю, и за третью. Поэтому я думаю, что мы сможем еще увидеть все впереди. Все у нас впереди, и мы сможем, ребятушки, это все наблюдать буквально через недельку-вторую. Ну, если честно, то чаще всего к этому скажем, что раз в месяц событие меняется сезона и как минимум появляется один разочек на 20 дней, да, если я не ошибаюсь, либо месяц. Поэтому начало следующего месяца у нас обещает быть ярмарочным, да, и как минимум мы заберем все топовые награды оттуда. Что, как говорится, будет интересно или нет, будет ли возможность без доната забрать все эти награды, я думаю, 100% без доната мы заберем награды, потому что все-таки когда-то у вас все соберется. А как сказали разработчики, что все будет сохраняться и прогресс будет переноситься в следующую неделю нашего события, поэтому переживать нечего. Что хотел еще сказать по поводу ярмарки. Мне кажется, что все-таки через несколько событий, то есть несколько раз она все-таки появится, прокрутится, она будет видоизменяться и все-таки улучшаться. В конце концов мы ярмарку достроим, и эта ярмарка заиграет новыми красками, в которых нам придется принимать испытания в каких-то крутых конкурсах. Ну и самое главное, кстати, редкая маска с трубкой предназначается для плавания под поверхностью воды. Очень интересно, очень отлично, максимально симпатично. И я думаю, что это круто. Так, что возвращаемся к тому, что все-таки придется нам в скором будущем выполнять какие-то прикольные события, задания и все остальное. А пока мы будем ждать. А ждать что? Естественно, мы умеем. Так как игра Last Day on Earth Survival ничему другому так хорошо не учит, как ожиданию. Ожидание обнов и сезонов. Это, конечно, уже не отобрать у наших разработчиков. Получается, это лучше всего. Выдавать контент после долгого ожидания. Надеюсь, что следующая обновка будет намного быстрее, чем это, потому что вплоть до 3 месяцев мы это ожидали. Ну а сейчас что? Только одно. Ждать, надеяться на самое лучшее и на самое крутое обновление. Я пойду домой. У меня пацанчик-то Уильям остался. Я не знаю, что с ним делать. Пишите в комментариях, писать это разработчикам или что с этим делать. Почему он у меня не ушел, но и у меня существовала такая теория, что все, кто привязан, кто привязался к Кефир ID, тот имеет этого Уильяма у себя на базе. Но, по-моему, ребята, которые написали во время стрима, сказали, что это Уильям, я привязан, а Уильяма у меня нету. Поэтому что? Ждем. Напоминание о ярмарке у меня постоянно находится на базе. Я точно о нем не забуду. Ну а вам огромное спасибо за просмотр. Не забывайте за лайки, комментарии, подписки. Увидимся обязательно в следующих видео. Пока-пока.